А штукатуривание стен по прямой и без всяких преград – это легкое интересное занятие. Это если тонкий слой и не приходится выравнивать геометрию помещения. Это так, на всякий случай. Ох, как меня радует такой результат. Неплохо, да? Если что, ссылка в описании. Но радует, когда все делается легко и быстро, но всегда найдется одно или даже не одно «но». В моем же случае дымоход. Не сколько площади, а сколько проблем. Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебедский, это канал о ремонте и отделке. А штукатуривание стен подходит к логическому концу, и на закуску, так сказать, оставил одно место. И на данном участке я расскажу, какой материал применял и как оштукатурил. А в конце ролика я сделаю выводы по данной работе. Обязательно досматривайте ролик до конца, ну а по традиции пальцы вверх и приятного просмотра. Еще на этапе демонтажных работ мне все-таки удалось переубедить заказчика демонтировать радиатор в проходной комнате. Причем не открутить, а отрезать. Думаю, догадываетесь почему. И заменить его на более маленький и с возможностью быстрого снятия. Да, в наше время американки делают вещи и облегчают труд. А помимо радиатора, по возможности и доступности такой возможности, я срезал все трубы и спрятал в штробы. Ведь так гораздо красивее и нет ничего лишнего. А вот работать по таким стенам гораздо проще. Как минимум оштукатурить. Но остался дымоход. Когда-то до того, как пристроить эту комнату, так сказать, кухню, дымоход был на улице, но после пристройки заложили отверстие с противоположной стороны и сделали со стороны кухни. И в итоге получилась мини-котельная. И на этот дымоход навесили все. И насос, и газовую колонку, и напольный котел, и напольный насос для повышения давления в системе водопровода. Он, кстати, тут был огромный и шумный, но я заменил его на более маленький, четкий, тихий и даже немного умный. Но вот тут особо трубы не спрячешь. Трубы отопления, подача до котла и обратка от котла остается прежней. А вот с газовыми трубами вообще беда. Решили ничего не переделывать. Но единственное, я переделал подачу и обратку от котла до радиатора, чтобы снять хоть какую-то часть и было проще работать по стенам. Байпас с насосом останется тот же, но чтобы его можно было легко отсоединить, я добавил одну американку. Эта труба и является подачей для радиатора на кухне. Кстати, от этой трубы я также запитал еще и коллектор для теплого пола. Для самых внимательных, гайка на американке расположена не с той стороны, но это было так задумано. В общем, облегчил себе немного труд и сделал некоторые запчасти взаимозаменяемые и легко съемными. Заранее зная слой штукатурки, я после переделки установил котел обратно и все зафиксировал плиточным клеем. А когда клей застыл, я снял все лишнее и получил такой результат. Но устанавливать маяки на дымоходе при помощи пузырькового уровня и правила крайне неудобно, да и скорее всего невозможно из-за маленького зазора между трубами и стеной. Но зато можно установить с помощью лазерного осипостроителя. Маячки я взял толщиной 6 мм, собственно такие же, как и на все помещения. Ну а так как кирпичная кладка не внушает доверия, да и есть места, где кирпич уложен вообще ребром, то было принято решение подстраховаться и проармировать стены металлической сеткой и оштукатурить цементно-песчаной смесью с добавлением плиточного клея. Для чего клей? Далее расскажу. Как минимум такие места и помещения лучше всего облицовывать керамической плиткой или керамогранитом, у кого на что хватает средств. Но уж точно такие стены не под окраску и не под обои, так как такие способы отделки в таких помещениях недолговечные и непрактичные. Устанавливая маяки по всей кухне, я также заранее проверил дымоход и сделал пометки, чтобы потом быстро и четко установить маяки, так как фартук и дымоход будут параллельно друг другу. Сделав замеры, я подготовил металлическую сетку и закрепил ее с помощью дюбель-гвоздей и остатков подвесов и приморозил заранее подготовленные маяки. Но разница в том, что если во всех комнатах я устанавливал или примораживал маяки на дюбеля, которые я выставил с помощью осипостроителя, то тут я примораживал непосредственно сразу на раствор, без дюбелей, так как сверлить тут опасно, да и не совсем удобно. А самое главное, минимальный слой под самым верхом около 7 мм. Это минимально, так как толщина маяка 6 мм. А сделать растворные тут также невозможно. А сам процесс такой, достаточно простой. Сначала накидываю липухи, обязательно вмазываю раствор в стену, а затем накидываю поверх еще одну липуху и придавливаю маяк, ориентируясь на линии осипостроителя. Почему так много маяков?
целых 3 вместо 2. Если бы не было газовых труб и остатков труб отопления, то даже и ролика скорее всего этого не было. Потому что тогда можно было просто по 2 маякам и с помощью правила выровнять стены. Но тут правило не поместится, поэтому установил 3 маяка и разравнивать буду не правилом. А что касается установки маяков, то относительно лазерного осипостроителя я устанавливал при помощи шаблона. Это может быть маленький кусочек правила, брусок с ровным торцом. Я даже попробовал, что было и под рукой, кусок заглушки от подоконника. И все получается отлично. Главное изначально все правильно рассчитать. Много раз я говорил и буду говорить: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, и по окончанию установки маяков еще раз все проверяю. В общем, все готово, можно приступать к оштукатуриванию, но при этом нужно сделать контрольные замеры и записать, на каком расстоянии расположены замурованные трубы от стены, чтобы потом случайно не просверлить их при установке оборудования. Так как толщина штукатурки была от 7 мм, а местами даже доходила и до 2 см, то я выбрал цементно-песчаный раствор в соотношении 1 к 4 и в таком же количестве плиточного клея. Защитил соседнюю стенку малярным скотчем, там где гипсовая штукатурка, чтобы ее не вымазать и потом не тратить время впустую на ее чистку. И приступаю к нанесению штукатурной смеси. Тут все как обычно. Набрасываем, вмазываем тщательно в стену для лучшего сцепления смеси с основанием. Затем набрасываю повторно и разравниваю. Но так как слой под самым верхом самый минимальный, то тут я разравнивал сразу, относительно и по маякам. Хотя этого можно было и не делать, а сделать так, как я буду делать ниже, но об этом чуть позже. А вот разравнивал я с помощью профильной трубы. Это единственное, что помещалось за трубами. И найти ее не составило труда. Покопавшись в обрезках труб, я нашел трубы разной толщины и жесткости. Чем жестче, тем лучше. Главное, чтобы труба была тоньше правила. Настал тот час, когда я закидал весь дымоход. Это к тому, что я разравнивал не сразу, а накидывал с запасом за пределы плоскости маяков, ну и сразу закидал сбоку дымохода. Маленький откос. Но тут я ориентировался на осипостроитель, чтобы не устанавливать маяки, и оставил в таком состоянии на некоторое время, чтобы раствор подстыл и потом подрезать лишнее. Но нужно учитывать такой момент, что такая смесь подстывает гораздо дольше, чем без добавления плиточного клея. А чтобы не терять время, я работал в другой комнате и периодически проверял, можно ли подрезать или нет. Главное не прозевать этот момент. Когда смесь подстыла, то я приступил к подрезке. Также это является одной из причин, почему я выбрал цементно-песчаный раствор, даже с добавлением плиточного клея. Потому что с ним можно так работать, а вот с гипсовой штукатуркой так не получится, просто замучаясь чухать, потому что цементно-песчаный раствор при подрезке сыпется в виде полусухой смеси, как песок, не заворачивается и не оставляет задиров. А вот гипсовая штукатурка скручивается и слипается. Да и подрезать гораздо сложнее, поэтому выбрал именно этот способ. Ну а так как я это основание подготавливал под облицовку плиткой, то с качеством поверхности особо не заморачивался. Главная задача сделать ровную плоскость, чтобы она была по уровню. Естественно, местами оставались маленькие раковины, впадины, но это все поправимо при помощи плиточного клея в процессе укладки плитки. В конечном итоге дочухал до самого низа в поте лица. Убрал маяки, еще раз прошелся слегка по всей плоскости, подровнял основание и приступил к откосу. И тут практически все то же самое, только маяки отсутствуют. Ориентироваться остается только на лазерный луч, который выставлен перпендикулярно относительно большой стенки дымохода. Первым делом, выставив правило по лазерному лучу, я сначала сформировал внешний угол.
это будет являться первой ровной линией, так сказать, точкой опоры. А потом, уже продвигаясь вглубь, подрезал миллиметр за миллиметром до тех пор, пока не появится лазерный луч на стене с гипсовой штукатуркой. Кстати, откос тоже будет облицован плиткой. И тут будет хорошее решение внешнего угла. Не запил под 45, а что-то другое. В следующих роликах увидите. Конечно же, есть небольшая погрешность по углу, плюс-минус пару миллиметров, но для плитки это не страшно. В общем, пора подводить итоги. Многие могут предложить такие стены выровнять при помощи гипсокартона, но минимальная толщина гипсокартона 9 миллиметров. Можно, но не в моем случае. Не только из-за толщины, но и так как заказчик терпеть не может гипсокартон и бубонящие стены. Второе же предложение: можно было приклеить плитку на слой, но скажу так, работать со слоем это такое себе занятие. Качество снижается во всех смыслах этого слова, а времени потеряете гораздо больше, чем приклеить просто под гребенку. Ну и естественно никому не нужен перерасход материала. А вот следующие варианты можете предложить в комментариях. В общем, если долго мучаться, то что-нибудь получится. Но на самом деле замучился только во время подрезки из-за неудобств. А времени я потратил совсем немного, тем более в свободное время между паузами было чем заниматься. И в итоге получился аккуратный, оштукатуренный, а самое главное ровный дымоход, на который в дальнейшем буду укладывать плитку с большим удовольствием. Но об этом уже поговорим в следующих роликах. Ну, естественно, если понравился ролик, пальцы вверх, комменты, телега, не телега, ссылки все есть в описании. Скоро увидимся!